Какого черта мы ждем? Настоящие виски? Ценой в 2 миллиона. Эй, ребята, где ключи? Черт побери, в договоре была речь о ключах. Ненавижу таких тварей, как ты. Нич, ты, сука, продал нас полиции. Видел его? Это был Мик Нич. Продал нас полиции, сволочь. Это твой последний шанс. Где Нич? Клянусь, я ничего не знаю. Вы убьете меня ни за что. На том свете будешь осмотрительнее подбирать себе друзей. Умоляю тебя, Франко, вы зря убьете меня. Заткните его. Может, пристрелить его прямо здесь? Мы не можем оставить его тут гнить. Быстрее, поторопитесь. Я не хочу простудиться из-за этого дерьма. Стойте. Я знаю, где Нич. Я только что вернулся из Нью-Йорка. Я разорву эту суку. Я сам его застрелю. Нет, лучше задушу, мразь. Хрена он бы его убрал. Это работа для профессионалов. Биг Джим ждет новостей. Плохие хочет знать немедленно, а добрые еще быстрее.
Хочу, чтобы все было исполнено в соответствии с традицией. Предатель перед смертью обязан знать, что умрет. Дон Чимино, этот сукин сын сбежал туда, где наше влияние ограничено. Самое главное — найти его и убрать, пока он не сообразил, что готовится. Нам не нужны эти номера с дохлыми рыбами. No, Alfredo Scorsese. We won't be like others. Nowadays, when our traditions are dying and people get killed, Нет, Альфредо Скорсизи, не будем как другие. we've got to Сегодня, fight когда наши against традиции the умирают dehumanization и людей of убивают без должного уважения, мы обязаны бороться за гуманизм в нашей профессии. the Мы должны old уважать rules. старые порядки. Okay, Don Chimino. Fine. Окей, Дон Чимино, сделаем по-твоему. Your turn, Твоя Franco очередь, De Niro. Франко де Ниро. We know that the bastard vanished from Chicago. Мы знаем, что этот сукин сын исчез из Чикаго, и знаем, где его искать. Но боюсь, Дон Чимино, что на этот раз надо пригласить кого-то не из семьи. Здесь требуется специалист по убийству наивысшего класса. Только один человек приходит мне в голову. Johnny Pollack. Джонни Поллок, больше известный как профессор. Он берет за контракт 50 тысяч. When it comes to protecting the honor of this Когда family, речь идет о чести семьи, разговор о деньгах неуместен. Grazie, Don Chimino. Grazie. Ma è sposato? Он женат? Solo mamma. Всего лишь мама. Hello, gentlemen. Здравствуйте. Вы по поводу заказов? Yes. Да. Yes, Джонни Johnny дома? No. My poor boy Мой is бедный мальчик so так busy. страшно занят. So many В последнее время у него столько заказов и клиентов. Sure, Mrs. Pollack. Johnny's got the best Это понятно, миссис Поллок. Джонни никогда не подводит. Please, gentlemen, please, come in. Прошу вас, господа, заходите. Я только что испекла сырник, польский творожник. Excellent. Thank you very much, ma'am. Благодарим. Maybe next time. Может, в другой раз вы не подскажете, где Джонни? It's his day off. Сегодня у него выходной. Он пошел в оперу. Come lunga l'attesa, perché indugiano ancor. Già sorge il sole, perché indugiano ancor.
Johnny Pollack. Джонни Поллок? Who's asking? Кто Big Jim интересуется? Chimino. Биг Джим Чимино. I won't be able to deliver the goods till after August 1st. That's good enough. До for 1 us. августа я занят. We'll wait. Подождем. Okay, but the Окей, money's но up деньги front. вперед. La Borsa. Аванс. Why me? Почему я? Because only you can track. Только вы способны отыскать клиента даже у дьявола в заднице. Если Одесса, Одесса, мама, то Нью-Йорк, Нью-Йорк, отец. Это Володя своими шутками бесконечными. Verzeihen Sie! Verzeihen Sie! Entschuldigung! Entschuldigung! Schneller, Wolfgang! Passen Sie auf! Komm, komm, komm! Verzeihen Sie! Verzeihen Sie! Ja, seine Ocelic ist schon in Konstantinopol, verstanden? Danke. Komm, Wolfgang! Nein, wir sind aber Tandem. Entschuldigung. Должен быть тандем. Ich bin Reserve. Vorsicht vorne, nicht so schnell. Noch langsam vorne. Гражданин, вернитесь, пожалуйста, на место. Me? Да-да, вы вернитесь на место. Снимите шляпу. Вы американский гражданин, следующий на Суматру. Я. В таком случае, почему вы высаживаетесь в Одессе? Здесь похоронен мой отец. Я хочу навестить его могилу. 2 дня вам хватит? Абсолютно. Вы что, рыбак? No, entomologist. Кто? Entomolog. Бабочки. А. Минуточку. Покажите. Угу. Сувенир. Keep it. Это ловко придумано. Yeah. Удобная конструкция. American patent. Угу. Вы свободны. Проходите. Thanks. Вот, пожалуйста. Это вам не штатишки.
ошибка! Я не Маяковский! Там! Я Аглая Ивановна Глушко! Джан Полак, Рад познакомиться. Мне поручено встретить вас! Несколько слов для газеты «Моряк», пожалуйста. Don't do it Не again! повторяйте этого. Тем, кто смелый духом молод, мы вручаем сердце молот. Это какое-то недоразумение. Вам приз от Русфлота, как первому пассажиру первого рейса Нью-Йорк-Константинополь-Одесса. I understand. Я понимаю. Укрняк синдиката. А это Спасибо. от работников мучной отрасли. Fantastic. Да, а теперь в гостиницу. Yeah. Yes, в гостиницу. Прошу, пойдем. Be careful with my luggage. Где мой багаж? Будьте с ним осторожны. Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Смотрите, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Вас ждет много интересного. Встреча с потемкинцами. Представляете? Ой, немножко испачкались. В гостиницу? Гостиницу. Вам ждет отличный люкс. Поехали. Мы нарочно будем ехать медленно, чтобы вы смогли хорошенько осмотреть весь город. И это бульвар Фельдмана. А это здание городской думы. Вот. Что вас больше всего интересует в жизни, товарищ американец? Jazz, boxing and sex. Секса у нас нет. Джаза тоже. А бокс мы вам организуем. Как поживает товарищ Чарли Чаплин? По последним сведениям, он примкнул к американским коммунистам. Зачем меня фотографируют? Это мой коллега. Мы ведем репортаж о вашем пребывании в Одессе. Будем фиксировать каждый ваш шаг. Я протестую. Я приехал здесь по личному делу навестить могилу моего отца. А, так вы поэтому так хорошо говорите по-русски. Ваш отец был русский. Нет, он был поляком. Из Одессы. Нет, сосланным в Сибирь. Здесь находится его могила, которую я хочу навестить. Это мы вам организуем. Нет, я хочу сам, без репортеров. О, ну это как сказать. Пропуск. Мы селимся. Мест нет. Проверка велосипедистов. На велосипеде в светлое будущее. Этому гражданину забронированные апартаменты люкс. Это американец, гость Русфлота. Костя! Проводи товарища американца в люкс. В каске. Гутен морген, товарищ американец. Осторожно. В Америке идеалы французской революции существуют на словах, а у нас на деле. Вы эксплуатируете труд негров, а мы заменяем его машинами. Черт побери, что он делает? Механический носильщик доставит багаж прямо в номер. Заграничная конструкция. Наша. Что? Где Вы мой что? багаж? На пути ваш номер конвейерным путем. Да не беспокойтесь, он, слышите? Поехал он на второй этаж. Куда вы, товарищ американец? Да уж это с чемоданами. Куда вы, шкаф? Что происходит? Ваш сотрудник американца обидел. Напомнил ему идеалы французской революции, а тот взбесился, разбросал все подарки. Куда вы? Да не волнуйтесь, товарищ американец. Вот ваш багаж, слышите? Это же лучшая система в Европе. Товарищ, он прямо идет и к вам в номер. Вот ваш люкс. Вот. Ну вот видите, все в порядке. Это поворотный редуктор полетел. Сейчас я. Да, скандал. Я говорю, надо быть полным идиотом, чтобы такую тонкую ручку присобачить к такой здоровой тележ. Женщина, В чем дело? уходи. Джон! Вы
чугунную. Гражданин Фолок, нам пора ехать. У нас очень напряженная программа пребывания. Нас люди ждут. Что теперь с этим делать? Засунем в задницу. Добро пожаловать в Одессу. Если вы не выйдете через 5 минут, вы всю жизнь будете жалеть. Опоздаете к потемкинцам, и больше их никогда не увидите. В чем дело, женщина? Kommt! Herr Amerikaner, dieses Apartment по праву принадлежит нам, verstanden? Ja, мы первые пассажиры. Ja. О май гад, unser Fahrrad. Почему? Потому что когда был маленький, просил у Бога велосипед, а он мне не дал. Значит, Бога нет. О, nein. Who's next? Я резерв. Оттрeten! Мы еще вернемся! Вон отсюда. Точно полетел редуктор. Лопнула пружина. Дайте мне вашу ручку, и в нашем конструкторском бюро Отдай я буду пристать. ручку. Да прошу, не беспокойся, Отдай будет как ручку. новая. Извините, товарищи. Не пробегал ли здесь посторонний мужчина? Стоять! Мы ищем члена подпольной организации самогонщиков, который вбежал в гостиницу и как сквозь землю провалился. Что за безобразие? А товарищи иностранцев, я прошу соблюдать тишину. Поняли? Это он гостиница, а не Уолл-стрит. За мной. Если вы иностранец, не рекомендую гулять по бульвару Фельдмана. Thanks. Афродита! Дита! Дитонька, кисочка, это я, Жорж! Извините, бога ради. Откуда вы взялись? Я живу в соседнем номере. Я вышла на минуту на балкон, когда у меня неожиданно захлопнулась дверь. Вы позволите, я пройду в свой номер. Пожалуйста, только быстрее. Спасибо. О, да помогите же мне! Что это было? Я так и думал. Жорж, я тебе сейчас все объясню. Не надо, и так все ясно. Жорж, не будь таким Отелло. Я здесь оказалась совершенно случайно. На нем в постели? Все. Это конец. Жорж! Crazy people are living here. Сумасшедшие. Ой, какие глаза. Жорж! Oh, fellow. Son of a bitch. Отелло, сукин сын. Здесь никого нет. Я вам чай принесла. Спасибо. А вы американец? Yes. А если у вас будет свободная минутка, вы мне про Америку не расскажете? Расскажу. Завтра, перед отъездом. Спасибо большое. До свидания. Приятного вам пребывания в Одессе. Thanks.
Закончилась эпоха любительского бандитизма в нашем городе. Мы стоим на пороге новой эры самогона. Благодаря этому золотоносному источнику мы превратимся в современную мощную империю гангстеров. Так пусть же открытие этого казино будет символом новой эры самогона. Как видите, друзья, время Бенни Крика безвозвратно ушло. Настала эпоха Микиты Нечапорука. От слов к делу. Наш первый транспорт, 20 тысяч литров первача, направляется в эти минуты на оленях упряжках по великому самогонному пути через Архангельск и Чукотку на Аляску. Оттуда к спик-изи-барам. Чикаго, Нью-Йорк, Майами. Второй транспорт отправляется на будущей неделе. А это значит, что нам понадобится выпечь еще 10 тысяч батонов, согласно нашему рецепту. Желаю плодотворной работы. Мерси за внимание. Мое почтение, Микита Микита. Можешь открывать. Микильда Нечапорук. 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 What you need. Life is just like rolling dice. You better listen to my advice. Sometimes you win and sometimes you lose. This what comes when you don't choose. Deja vu, deja vu. I know what I'm going through. It's not my first time, so I say, let's make love and go away. Deja vu. Воу! Спокійно, спокійно. Здоровенькі були. Я Петро Мусиевич Кривонощенко, кооператор с Харьковщины. Как вы сюда попали? А я здесь живу. Я здесь живу. И я здесь живу. Вот мой пропуск. Вы нарушаете мою privacy. Та я знаю. Мене в адміністрації попередили, що я буду жити із першим пасажиром з Нью-Йорку, з Джоном Поллоком. У нас вот это вот лошадям вешают. Ой, який непорядок. Так. О! Хтось тут сховав та забув. Треба до адміністрації віднести. Это мой шоколад, моя комната, а вы убирайтесь к чертовой матери. Як ви гарно говорите. У нас у кооперації теж почали вчити англійську. Капіталізм. Бет. Оркер. Гут. Some fucking luxury service. Hey, you!
Почему поселили человека в мой номер? Одну минуточку. Потому что Русфлот бронировал для вас только одно место. По какому праву поселили постороннего человека в мой номер? Извините, во-первых, это не ваш номер. А во-вторых, для вас бронировали одно место, а апартаменты у нас трехместные. Это что же вы хотите один жить в трехместном номере, когда тысячи людей ожидают места в гостинице? Господи, это невероятно. Я заплачу за эти 2 места. Это у вас в Америке все можно за деньги, а у нас, извините, все для блага человека. Дайте мне одноместный номер. Single room. Одну комнату. На одного человека. Только для меня. К сожалению, свободных мест нет. Holy shit. Дерьмо. I must be out of my fucking А зачем вам одноместный номер? Да мы вас специально Головой. поселили с соседями, чтобы вам веселее жилось. Так, а теперь быстро-быстро переодеваемся и в авто. Я позвонила Потемкинцу, уговорила их не расходиться. Какие потомкинцы? Я приехал на могилу отца! Как? Да мы это вам организуем, когда вы приедете из Ленинграда. Lady what? А вам что, не сказали? Вы завтра утром на неделю уезжаете в Ленинград. Oh, no. Да за счет Русфлота. Oh, gosh. Познакомьтесь, это наш мастер «Золотые руки» Остап Могильный, а это его рук дело. Вот, настоящая работа. Да с такой ручкой можно смело ехать в Ленинград. А самое главное у нее внутри. Внутри у нее детекторный приемник. Везете свой багаж и слушаете радио Коминтерна. Где моя ручка? Из нее Остап смастерил сюрприз-сувенир. Гражданин американец, это, кажется, ваше? Thank you. Непредвиденные трудности. Увеличьте контракт до 100 тысяч. Полок. Молния или обычная? Молния. Пожалуйста. Завтра. Будет в 5 раз дороже. 5 рублей 85 копеек. Это не деньги, рубли давайте. Что вы хотите этим сказать? Что это не деньги? Как это не деньги? Это не деньги, рубли давайте. А где я могу доллары обменять? Я не справочное бюро, и прошу здесь не шуметь. Ну что, можем ехать? Гражданин Полок, вы нам срываете всю программу пребывания. Оставьте меня в покое! Это что? Где я доллары могу обменять? В банке. Но лучше в булочной Нечипорука. Нечипорука. Это недалеко, здесь совсем рядом. Бульвар Фельдмана, 15. Thanks. Гражданин Полок, это безобразие! Вас там герои ждут! Гражданка, оставьте иностранцев в покое. Гражданин Полок, я не успел пригласить вас на сбор. Хотим обсудить с вами вопрос переброски товарища Чарли Чаплина в СССР. Я первый его увидел! Куда он делся? Из-за вас американец пропал. Пропуск. Товарищ, ведь это сам Владимир Маяковский. А мне хоть Пушкин. Иди Без отсюда. пропуска не впущу. Дяденька, подайте Христа ради, дяденька. Дядь, подай, ну дядь, подай. Чего пожелаете? Есть свежайшая выпечка. Мне сказали, что здесь валюту можно поменять. Марки, франки, фунты. Долларс. Он падает. По нашему курсу 61 копейка доллар. Big deal.
Окей, буду здесь еще с полчаса. Понял. Неси. Все неси. Все готово. Это для постоянных клиентов на заказ. Убери, дубин. Thanks. Стоп. Совсем обалдели уже. Когда такое было? Дамочка. А у вас? Отстаньте. Рыбу сварить и пожарить. Вот эти рыбы. Бабка, подави! Ох, рыбка, смотри, какая рыбка хорошая. Жабры красные, рыбка свежая. Пальчики оближешь, как пожаришь. Хороша рыбка, это прямо игрушка, а не рыбка. Что надо, пацан? Посылка для гражданина Чепурука. Давай. На. Микита, тебе посылка. Кто это принес? Пацан один. Свободных мест нет. Я здесь живу. Пропуск. Я здесь живу. Пропуск. Какой пропуск? Я американский гражданин. А мне хоть француз. Без пропуска не пущу. Это citizen of United States. Вы нарушаете мои конституционные права гражданина Соединенных Штатов Америки. Черт побери. Паспорт в свою гостиницу. О, прошу до нашого шалашу. Тут можна з голоду померти. У ресторації обслужують тільки велосипедистів, а у бухветі стоматологів. Это Ахмед, наш третій сусід. Теж кооператор, тільки з Ташкенту. Салам алейкум. Вот такий хлопець. Смотрите, какой заботливый люди, а? Узнал, что я с Узбекистана, повесили мне вот это халат. А? Ой. Еще один. Чувствует себя как дома. Ну, хлопці, быстренько вип'ємо по чарці. Та не бойтесь, в нас можно. Я должна перед Руслотом за него отчитаться. Я не пью. Тогда, друг, будем арбуз есть. Я все-таки с Узбекистана привез. Все будет хорошо. Только оставьте меня ненадолго в покое. Пожалуйста. Немає сухого закону у нас. Джонні, за знайомство. І як ви у тій Америці можете жити?
Это вы? Тут? Поздравьте меня. А мы тоже помирились. В воскресенье у нас венчание. Жорж, я тебе сейчас все объясню. Отелло, не горячись, пожалуйста. Береги себя. Don't force me to kill you, fellow. Не заставляй меня убивать тебя. Что с тобой? Oh, shit. Живым меня не возьмете. Что это были за конфеты? С рамом. Так, изделие испорчено. Чего? В чем дело-то? Чего ты дергаешься? Ну все, это конец. Он сам на меня упал. Ты гладила ему задницу. Это был только массаж. Угу. Спасибо, что не внутренний. Ну, знаешь. Ha? Var mı? Civana? Var mı? Civan! Haydi ya! Haydi, Мерси! Ребята, Civan нашелся! Нет, я Джан Полак с Америки. Civan Polakyan. Я твой дядя, Ашот. А это твой брат, Арам. Арам, я по радио слышал, что ты к нам вернулся цаватаном. Wait a minute. Подождите минуту. Парень лаузум, парень. Кто стрелял? Откуда стреляли? Как ты рванул? А вот так. Что, сам мог рвануть? Никто не видел, откуда стрельба? Kes çilni. Millav kebap dedi. Kef. Шахов, Шухов, Кеф. Вот что ты Они все не верили, а я знал, что ты приедешь. Оружие я тебе приготовил. Оружие мне нужно. Потом пошли. Пошли. Они нашли меня. Кто? Мафия. Да откуда здесь мафия? Ты как приехал из Чикаго, только и слышишь от тебя. Мафия, мафия. Пацан рыбу принес. Мафия. Менты с карманниками гоняются. Опять мафия. Хотелось бы, чтобы она у нас была. Но для этого надо очень много поработать. Рыба у чикагской мафии знак смертного приговора. Да нет здесь никого, кроме тебя из Чикаго. Сегодня на пароходе приехал первый американец. Да и тот из Нью-Йорка. Профессор Колумбийского университета. Прибыл из Америки, из Нью-Йорка профессор? Ты кого больше боишься? Мафии или Колумбийского университета? Закрой пасть! И срочно займись этим профессором. Глаз с него не спускай, понял?
Да. Нет, я не пью на работе. Ну, выпей. Чуть-чуть. Какая работа? В этой Америке все с ума посходили на этой работе. Работа. Слушай, что для тебя самое святое, кроме работы? На свете, что самое святое? Мами! Ой! Лысачик, инчасет? Асет самена сурпинг. Самар, майрик. Мама! Так выпьем за самое светлое! Я не пью. Нет, не пью. Нет! Ради мамы, прошу. Обещал оружие. Я не пью. Правильно? Правильно. Вот здесь лежит для тебя самый дорогой человек. Daddy! Daddy! This is your son, Johnny. I came over... Папочка, я твой сын Джонни. Я прошел этот длинный путь, чтобы увидеть тебя. Папочка, я люблю тебя. Я с тобой. Жизнь так тяжела без тебя. My father. No, father. Мама. Mommy! How could you leave? Мамочка, почему ты меня оставил? Моя мама умерла. Говорила, ему нельзя пить. У них сухой закон. Чего она отвык, и вот результат. Моя мама умерла. А вот под этим камнем лежит твой брат. Wait a minute. У меня нет брата. Теперь уже нет. Вай, такого парня убили. У твоей мамы священник сердце разорвалось, когда ей сказали, что этот негодяй убил его. Убил оружие. Дай мне оружие. Что я говорил? Он даже в Америке не перестал быть настоящим армянином. Дживанджан, не беспокойся, цова тонем. Оружие все есть. Есть? Спи, Диванджан, спи, отдохни, мой дорогой. Тебя ждет трудная работа, спи. Где я? Поезде. В каком поезде? Ереван. Какой Ереван? Зачем мне в Ереван? Как зачем? Этот сукин сын, который убил твоего брата, сбежал в Ереван. Думал, балбеш, что ты его там не найдешь. Воу! Eins, zwei. Scheiße. Oh, dieser Amerikaner. Ja. Спасибо. Где я? В гостинице. А кто я? Вы Джон Поллок, американский ученый, энтомолог. Едете на Суматру ловить бабочек. Я его первый заметил. Вы первый пассажир рейса Русфлота Нью-Йорк, Константинополь, Одесса. Значит, я на корабле? Гостинице. В Одессе. Он что, с ума сошел? Ну что вы, это типичные признаки ретроградной амнезии, при которой человек абсолютно здоров, но ничего не помнит из своего прошлого. Абсолютно ничего. Я ехал первый, я первый заметил. Он нас толкнул с тропа, а мы его... Ein момент. Только сильное потрясение может вернуть ему память. Спасти. Freundschaft über alles. Точно не über alles. Jawohl. Почему в Одессе? Видите, ничего не помнит. Чтобы посетить могилу отца. Товарищи! Все на могилу отца!
Я уже здесь. Он уже здесь когда-то был. У него еще и признаки дежавю. Чего? Ну, не надо беспокоиться по этому поводу. Дежавю – это не болезнь, всего лишь небольшое психическое расстройство, при котором человеку кажется, что то, что теперь происходит, было уже с ним когда-то в прошлом. Конечно, я здесь был. Это могила моей мамы. Это могила его мамы. И почему негр не оказался первым пассажиром? И это могила гражданки Полокян. Полокян? А вы Полок. Полок. Здесь, в Одессе, похоронен ваш отец. А брат? Что, брат? Мой брат. Где похоронен мой брат? Где его брат похоронен? А я знаю. Нет, я хочу на могилу моего брата. Но он хочет на могилу брата. Где же я могу найти? Где она? Помогите мне. О, есть! Есть! Это он. Что они с ним сделали? Убили его. Я, как комсомолец, не верю в загробную жизнь. Он в наших сердцах. Спасибо. Все, хватит. Надо увезти в гостиницу. А то он так весь день будет по кладбищу гонять. Здравия желаю. Снова его сюда привели. Что значит снова? Вчера ночью он здесь был. Не мог он вчера ночью здесь быть. Но я его видел. У вас тоже дежавю. Алкаш, что с этим делать? В таком состоянии нужны положительные эмоции. Покажем ему город. А это Джулиус Сизар. Это основатель Одессы, дюк де Ришелье, француз. Я не люблю французов. Их даже в нашу гостиницу не впускают. Ага. Kommt. Langsam. Wolfgang. Что он вообще любит? Pass auf. Джаз, бокс и секс. Секс при ретроградной амнезии абсолютно исключен. Секса у нас нет. Бокс также нежелателен. А музыка, пожалуйста, джаз его не повредит. Где ему джаз возьму? Гостиницу его надо везти, закрыть на 3 оборота и все. Leute weg. Lächeln. Прошу прощения. Профессор Бабочкин, энтомолог, из местного университета. Пресса сообщила, что в наш город прибыл мой коллега из Чикаго. Вот он. Вы не могли бы меня ему представить? Можно. Гражданин Полок! С вами тут хочет познакомиться один профессор, ваш коллега. Если у вас, конечно, найдется время. А у меня есть время. Ой, у вас уйма времени. Ваш пароход на Суматру отходит только завтра утром. У меня уйма времени. Очень приятно. Wunderschön, ja? Ja, klar. Уважаемый, скорее сюда. Вот редкий вид Аполло принца. Аполло принц. Принца. Тоже мне мафия. Даже полный идиот. Fantastic. Профессор! Профессор! Вы сошли с ума! Почему? Вы же не сдали нормы БГТО. И теперь всю нашу кафедру к субботнику не допускают. О, Боже. Прома. Мимо. Опять промах. А вы, товарищ, почему не стреляете? Я? Вы. Возьмите винтовку. Могу пострелять. Беда с этой профессурой.
Фамилия? Полак. Какой факультет? Товарищи не из нашего вуза, товарищи из Америки. Извините. Вот, пожалуйста, их профессура готова к бою, а наша только умеет смотреть в микроскопы да охотиться за бабочками. Это не гангстер, это полный идиот. Полдня лазил по кладбищу, а сейчас за бабочками гоняется. К тому же у него дежавю. Что это такое? С головой не все в порядке. Старый трюк мафии. Прикидываются, чтобы замести следы. Так где, ты говоришь, они гоняются за бабочками? В парке у колоннады. А почему я, собственно, должен уметь стрелять? Стрелять – это дело военных. А наше с вами дело – ловить бабочек. Вы согласны? Ну так вообще я согласен. Прошу на веранду. Please. Thank you. Американский? Да. Chicago Daily Tribune. Там на веранде. Ну-ка, покинули. Разрешите? Прошу, прошу, это для вас сувенир. Вы слышали, что я сказал? Тут неподалеку есть одна великолепная полянка. Мальчики, мальчики, ну-ка быстро. В ней обитают парусники Гелиоса. Парусники? Так если вы не возражаете, мы с вами слегка перекусим, а потом займемся ими. С удовольствием. Что бы вы желали на первое? На первое я бы сел... Нечего желать, мальчики. Ресторан закрыт на спецобслуживание. О, какая жалость, а я пригласил американского коллегу. Ну, американцев-то мы накормим. И меня. Свод! Стой! Для приема пищи разойдись! На второе тефтель с рисом, котлета с картошкой. Для меня тефтель с картошкой. Тефтель с рисом, котлета с картошкой. Котлета с картошкой, тефтель с рисом. Потом поменяемся. Менять нельзя. Водка есть? 100 грамм. Жорж, не надо. 200. О, какое счастье, что вы здесь. Умоляю вас, скажите Жоржу, что между нами ничего не было. А разве мы знакомы? А с кем я была в постели? А кому я делала массаж? В таком случае я, конечно, готов признаться, что между нами, возможно, что-то было. Нет! Только я ничего не помню. Это конец. Жорж! Что будет? Там слишком людно. Ага. Приятного аппетита. Одесса. Contract to kill Mick Nich. Который час? 4-й час пополудни. У нас уйма времени. 4 p.m. Оружие! Дайте мне оружие! Жорж! Жорж, умоляю тебя. Уйди! Хорошо. Дита! Стой! Как, однако же, вы пристрастились к оружию? Нас ожидают эндемичные виды бабочек. У меня нет времени, я должен убить его. Здесь командует, а? Официант! Так, ладно. Заканчивайте обед. Заканчивайте. Доедайте все. Вы тоже там доедайте все. Быстрее, быстрее, быстрее. Оружие не оставляйте.
будет. Do you speak English? Вы говорите по-английски? Yes. Да. Are you a professor? Вы профессор-энтомолог? Yes, yes. Да. Welcome to Odessa. Добро пожаловать в Одессу. Why? За что? Святые угодники, наши десанты высадили. Ваш пропуск. Пошел вон, сволочь! Ваше благородие, при всем уважении, без пропуска никак не могу. Распоряжение новых властей. Без пропуска не пущать. This is my пропуск, idiot! Слушай! Excuse me, can you show me Mr. Eisenstein? Вон отсюда, сволочь! Ah, thank you. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вам кого? Дивись, Ахмед, це ж наш Джоні. Абрам Семенович сказав, що ти на голову захворав та в Америку лічитися поїхав. Кто лежит в моей кровати? Абрам Семенович. Шлем Абрам Семенович приехал в командировку из Владивостока. Где мои вещи? А ты их хіба не забрав? С Владивостока. Я дико извиняюсь. Вы гость или интервент? Интервент. А тогда скажите, погромы будут? Будут. Товарищ Колпаков, белые в городе. Какие белые? Только что белый поручик проник в гостиницу. Белый поручик проник. Это чушь собачья. Чушь собачья, их всех давно перебили. Значит, не всех разбили, значит, десант высадили. Пить надо меньше, понятно? Почему поселили человека на мое место? Посторонний человек спит в моей кровати. Ах, это вы. Потому что вы не ночевали у себя в номере. Совершенно точно. Не ночевал. А согласно инструкции, вас выселили из гостиницы. Но номер оплачен. Ну и что? А согласно инструкции это не имеет никакого значения. Мои вещи. Give me my fucking... Отдайте мой багаж немедленно. Гражданин, не ругайтесь. Ваши вещи вам выдадут в камере хранения. Через 2 часа. Потому что все сотрудники ушли на совещание по обслуживанию культурного населения. Ваше благородие, нельзя, виноват. Пошел вон. Виноват! Ваше благородие, при всем моем уважении обязан воспрепятствовать. Меня ведь уволят, ваше благородие. Поставление новых властей нельзя. Ваше благородие! Молчать! Ваше благородие! Вы хотя бы свяжите мне руки, чтобы было видно, что я сопротивлялся. Ваше благородие, не погуби! Алло, барышня! ЧК, срочно! ЧК! В городе белые! Я его прикончил. Кого? Профессора. Слушай, хватит интеллигентов уничтожать. И так их бедных То же скоро не американец. останется. Что там еще у них случилось? Пошли. А вдруг он настоящий профессор? Ну и что? Всех американцев, которые будут прибывать в Одессу, я буду уничтожать. Всех подряд. Никита, мы так напоримся на международный скандал. А мне все равно.
Телеграмма из Америки. Рекламация. Какая рекламация? Что-нибудь с транспортом случилось? Нет, с транспортом все в порядке. Добралось 20 тысяч бутылок. Какого же черта тогда им надо? 500 бутылок оказались пустыми. Как 500? Наверное, ребята выпили. Север, Аляска, холодно, решили согреться. 500 бутылок? Ну, их же 5 человек было. Кто набирал этих ребят? Я. Всех в таз, залить цементом и в море. Из-за бутылок в таз? Слушай, тебе тут не Америка. Если из-за каждых 500 бутылок ребят в таз не с кем работать будет. Море! Закрыто! Учет! Ой, черт побери. Спокойно, спокойно. Черт побери. На исходную будем снимать. Смотрите, поручика нет в кадре. На исходную, на исходную. Будем снимать. Мы в лагерях живем. Эй, братва, раз, два, сам наш дом. Эй, кулаки, держись. Мы гурьбой, с вами в бой, за трудовую жизнь. Дым, папирос, долой. Ну где ты болтаешься? Да что мне Сергей Михайлович скажет? Посмотри, какой типаж. Подойдет? Только надо подойдет, переодеться давай. быстренько. Не тяни. Где усы? Усы где? Так, вот сейчас тельняшечку, ага. Скорее в кадр. Вот, ну, совсем другое дело. Ну, взвод репетировал без вас. Становитесь в кадр. Приготовились к съемке. Мафия. Вот, хорошо. Можно снимать. Пошли. Пли! Стрелять по команде пли! Убирайтесь. Внимание, приготовились! Начали! Никому не улыбаться. Понял? Самообразование! Это не я, поручик! Превосходно! Снимай! Внимание на коляску!
Куда пирожный поволок? Ну, положь на прилавок. Ну, ты даешь. Совсем плохой стал. Заткнись! Вспомнил, где я видел этого типа. Ты знаешь, он у нас вчера доллары менял. Болван, кретин, идиот! Ты что? Ты что? Я ему по нашему курсу поменял. 1 к 1. Шпан, чемоданы. Ага. Что, ты уезжаешь? Нет, буду ждать, пока он не прикончит меня. Да он, если захочет, не успеет. Я все проверил. Он завтра уплывает. У него виза 48 часов. Идиот, никуда он не уедет, пока не убьет меня. Закон мафии. Значит, надо убить его. Кто его убьет? Ты что ли? Есть один хлопец с Молдаванки. Бомбардир, специалист высочайшего класса. У батьки Махно правой рукой был. Ты пока спрячешься, он прихлопнет твоего профессора. Куда я спрячусь? Ты не знаешь мафии. Они найдут человека даже в заднице у дьявола. В заднице, может, и найдут. А вот в Куяльнике идеальное убежище. И нервы там заодно подлечишь. Ай! Слава тебе, Господи! Очухался, наконец. Где я? В гостинице. А кто я? Интервент. А может, гость? Илоим. Илоим ходош восен берсен облаг барей. Товарищи, у него ретроградная амнезия, при которой человек ничего не помнит из своего прошлого. Нет, я с ним с ума сойду. Мало того, что он сорвал всю программу пребывания, подвел потемкинцев, не поехал в Ленинград, так у него еще ко всему ретроградная амнезия. Нет, все, хватит, трусфлот умывает руки. Кто же я? Вы Джон Поллок. Американский ученый, энтомолог. Следуйте на Суматру ловить бабочек. Значит, я на корабле? Пока еще в Одессе. Почему в Одессе? Чтобы навестить могилу отца. Здравствуйте. Господи, да он сюда прям как на работу ходит. У яком разумении? И ночью, и днем сюда. С чего это вы взяли? Да я 3-й раз его вижу. У вас тоже дежавю, товарищ. Лечиться надо. Но самое плохое у вас в Америке гангстеризм. Пора вам, Джон, с этим гангстеризмом кончать. Пора. Абсолютно. Но это не так просто. Пока у вас у власти находится олигархия, социальные язвы неискоренимы. Думаешь? Но это же азбучная истина. Олигархи на гангстеров начхать? Тогда вы, честные люди, должны сами организовать комитет по борьбе с гангстерами. Обязательно. Ну, а в следующий раз, как приедете в Одессу, ничего здесь не узнаете. Представляете, тут завод. Там химфабрика. Сделаем от Одессы гигант индустрии. Ну, привет товарищу Чаплину от одесских пионеров. Мы вас завтра всем отрядом придем провожать. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Amen. Вы заказывали чай, пожалуйста. Спасибо. Минуточку. А где такая симпатичная девушка? Она чай приносила. Никакой симпатичной девушки здесь никогда не было. Извините, у меня дежавю.
1, 2, 3. Schneller. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Что там происходит? Спокойно. Быстро только кошки рожают. Товарищ американец, вы там говорили насчет секса, бокса и джаза. Секса у нас вообще нет, а насчет остального, пожалуйста. Вы американец? Джан Полак, американский энтомолог, следующий на сумату ловить бабочек. Мы вас весь вечер ищем. У нас здесь такая чехарда из-за синкопа выходит. Вот смотрите. Вот это вот синкопа. Так, это чушь собачья, а не синкопа. Вот синкопа. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Verflucht! Тихо! Мы должны завтра рано вставать! Синкопа? А я не знаю. Как же? А что это синкопа? Кость, ты чё, а? А при чем здесь я? Что вы ко мне вообще пристали? Еще синкопу придумали какую-то! Я. Тихо! О! Синкопа! Ну что? Amerikanische Schweinehund! На утро! Вставать! Я! Ты подсоединил все как надо. Нормально. Что ты суетишься? Ну, уважаемые, я готов. Пошли. Пусть только тронет кровать. Товарищ американец, джаз-банда у нас запрещена. И я вам советую ночевать ночью в номере. Да-да, я буду ночевать. Что привели товарища американца? Синкопу еще придумали! И не спаивать его, он вообще не пьет! Не хлопайте дверью! Микита! Тебе японец. Слушаю. Этот твой американец, специалист по убийствам, перестал быть опасным. Одесса это не Чикаго, но мы тоже не привыкли, когда на нас кладут из-под хвоста. Короче, американского профессора больше не существует. Пожалуйста, господин американец. Вот, здесь. Там рулетка, бутерброды, шампанское. Следующий номер наш. Советский джаз.
Engagé sans fête. Il ne va plus. Zéro. Уважаемые господа, мадамы и джентльмены, а теперь сенсация! Впервые в Саптепии стриптиз! Я американский ученый-энтомолог, следую на Суматру в поисках бабочек. В Одессу приехал посетить могилу отца. Это ты можешь заливать писаком, но не мне. Ты убийца, присланный мафией в Одессу. Убить Микиту Нечепоруха. Нет, я американский ученый-энтомолог. Поговори с ним. Я приехал здесь посетить могилу моего отца. Он был поляком. Опять японец. Слушаю. Никита, это я. Ты слышишь эти звуки? Вы там тесто взбиваете, что ли? Нет, это мы не тесто взбиваем. Помогаем твоему американцу вернуть память. Американец? Он же взлетел на воздух. Вернулся. Ну ничего, он связан и уже не опасен. Пулю в лоб и в землю. Понял тебя. Удари меня еще раз. Ну что, профессор вонючий. Надеюсь, теперь вспомнил? Yes. Где Микнич? По Приморской от моста до бойни направо и вниз по лестнице. Как ты его связал, сучий хвост? Oh, Scheiße. Halt! Halt! Gentlemen! Du amerikanische Schweinehund! Halt! Halt, Leute! Leute, halt! Oh nein! Fabi!
А эти грязевые ванны, они меня совершенно излечили от всяких психических приступов и недомоганий. Да. Я предлагаю выпить за Несс. Новую эру самогоноварения. Браво, браво, браво. Господа, я сегодня видела в гостинице живого американца. Вы необыкновенно везучи, мадам. Но больше вы его никогда не увидите. Как? Он уже покинул нас? Сейчас рассмотрю ваши задницы. Повернитесь. Подождите одну минуточку. Привет от Биг Джим Чимино. Все окей. Никита Нечипорук, вы арестованы. Благодарю вас. Спасибо вам, товарищ Полок, за поимку опасного преступника. Спасибо. Мы давно вышли на след подпольного синдиката по самогоноварению и его шефа Нечипорука. Но никак не могли взять его с поличным. И только благодаря вам, гражданин Полок, наконец нам это удалось. Куйвоносченко. Начальник уголовного розыска. А ведь ловко придумали мерзавцы. Помимо экспорта самогона на широкую ногу, еще и подряд на поставку хлебпродукции в куяльник. Вы представляете, приходит этот любитель принять ванну, наливается вот этой заразой. Прям как в Чикаго. Я прошу прощения, господин Полок, но мы поначалу вас подозревали. Старший лейтенант Переплетчиков. Лейтенант Афродита Переплетчикова. Одну минуточку. Вы поженились? Извините. Перед вашим приездом поступила анонимка, что вы американский гангстер. Ну, теперь-то ясно, чьих это рук дело. Вот пришлось понаблюдать за вами. А мы действительно муж и жена. Жо жалеет, что вас ударил, но он меня страшно любит и ревнует совершенно по-настоящему. Вы знали, что я гангстер? Но после вашего поступка стало совершенно очевидно, что вы честный человек. А отца, как он своего любит, товарищ начальник. Трижды на его могилу ходил. Второе кладбище. Сержант Васин. Вы все в милиции? Fantastic country. Побольше бы таких людей. Нам бы работы поменьше было. Послушай,
Я убиваю людей. Посади меня в тюрьму. Вместе с Нечипоруком. Прошу тебя. Ну, шути. Я тебе доллары дам. Черт, опять отстают на 1 минуту. Ваш проход на Суматру. На Суматру? Ничего, не переживайте. Ничего. Вас специальный катер доставит прямо на борт. Не хочу. Не. Вот видите, товарищ не хочет. Помогите меня. Нельзя. Я должен его Нельзя. убить. Или Что, мафия занес, убьет меня. Знаешь, что это мафия, а не Товарищ пойду. не хочет от нас уезжать. Оно и понятно. Но у каждого свое задание надо. Нам ловить преступников, вам ловить бабочек. Не пойду, не пойду. Оставь меня. Не пойду, я хочу в тюрьму в стране Советов. Hands up! Я не выполнил задание. Меня в Америке убьют. Альфредо, мы наконец нашли его. Кого? Этого чертова Поллока. Где? В Берлине. В Берлине? Как он там оказался? Да не он там оказался. Пачино раздобыл там это. Что это еще? Это он. Who the fuck he thinks he is? Что этот мерзавец себе вообразил? Что он Дуглас Фербенкс? Вместо того, чтобы прикончить этого сукина сына Ниче, он там в кино снимается. Don't worry, Alfredo Не волнуйся, Альфредо. У меня есть мысль. Мы не дадим ему стать кинозвездой. Франко де Ниро, я хочу, чтобы ты занялся этим лично. Спасибо, Дон Чимино. У меня уже есть билет в Одессу. В Россию? Опять? Это пакостное дело становится все дороже. Когда речь идет о чести семьи, разговор о деньгах неуместен. Одно из наиболее типичных сегодня психических заболеваний – паранойя. Сейчас мы вам покажем пациента, страдающего типичным случаем такого заболевания. Сундуков, прошу вас. Перед вами американский профессор-энтомолог, направляющийся на Суматру ловить бабочек. В Одессу он заехал на 2 дня, чтобы посетить могилу отца, который проживал в Одессе до революции. В результате небольшого сотрясения мозга наступила ретроградная амнезия, отягощенная дежавю. Больной стал считать себя гангстером, посланным мафией для уничтожения другого гангстера, который якобы находится в Одессе. Он говорит правду. Итак, наш больной считает, что если он не убьет этого гангстера, то мафия убьет его. Пациента трижды сажали на пароход следующий на Суматру, но он прыгал за борт и вплавь забирался в порт. Вот теперь попал к нам. Ну, как он сегодня, Петрович? Спокойный сегодня. А вчера хотел решетку перегрызть, но Сундуков вовремя заметил.
Смотрите за ним в оба. Люди, поверьте мне, отпустите меня. Я все помню. Я должен завтра его убить. Почему мне здесь никто не верит? А мы с вами займемся манией преследования. Вернитесь на место, пожалуйста. На место. Пассажиров, отплывающих в Соединенные Штаты Америки через Константинополь и Марсель, просим пройти на посадку. Причал номер 2. Прости, прощай, Одесса, мама. Нью-Йорк папаша ждет меня. Отойдите, гражданка! Не рушайте! Видишь, какая я? Видишь, я сказала! Стой сюда! Бросьте, товарищ! Несколько слов для газеты «Моряк». Здравствуйте! Я Ивановна Глушко! Глушко! Мне поручено встретить вас в Одессе от имени Русфлота! Это ошибка. Я американский психиатр. Нет! Если вы так думаете, вы плохо думаете за Одессу! Следую на Международный конгресс. Всем, кто смел и духом молод, руки книжку, серп и молот. Не фотографировать, не фотографировать. А это вам приз! Почетный приз от Русфлота! Как тысячному пассажиру рейса Нью-Йорк-Константинополь-Одесса! А теперь быстро в гостиницу! Боже мой, что вы делаете? Я американский гражданин. Отпустите меня. Отпустите меня, черт побери. I'm an American citizen. Hey! Get me out of here! The world is full of handsome men you will never meet again. Love him once he disappears, but don't be sad and hold your tears. I know you're kind, what you should say. You always come, you never stay. We move so fast and that's alright. We born each day and we die at night. Deja vu, you saw me and I saw you. Don't stay long, please understand. I know you'll never meet again. Deja vu, I know what I'm going through. It's not my first time, so I say, let's make love and go away. Deja vu, deja vu, deja vu. Deja vu, the world is spinning very fast, so what goes on can never last. You have to run with all your speed, so give what it takes and take what you need. Life is just like rolling dice, you better listen to my advice. Sometimes you win and sometimes you lose, the best choice comes when you don't choose. Deja vu, you saw me and I saw you. Don't stay long, please understand, I know we'll never meet again. Deja vu, I know what I'm going through. It's not my first time, so I say, let's make love and go away. Deja vu, deja vu, deja vu. Deja vu, deja vu, deja vu. You saw me and I saw you. Don't stay long, please understand, I know we'll never meet again. Deja vu, I know what I'm going through. It's not my first time, so I say, let's make love and go away. Ba 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 boo ah, boo ah, boo ah. Ba 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 boo ah, boo ah, boo ah.
the world.